Привет, Влад. Прямо в первую же секунду написал. Сейчас настрою. Ничего себе. Привет, Владислав. Привет, Ахмед. Паша. Ахмед Паша. Какое серьезное. Привет, Филипп. Так, где тут вообще? Какой старый скрин я нашел на обложку трансляции. Можете пока нажать лайк, подписочку, рассказать друзьям. А мы сейчас начинаем. Запустил бы где-нибудь, делал бы много скринов. Или вообще билд сразу, чтобы не париться. Вот Виктор, кстати, говорил, что он обновился до 4-й версии, у него билд не делается. Ну вот проверишь. Но уже сделать он тебе билд или нет? Ну я не буду переделывать там билд. Вообще сейчас. Угу. Максим, привет. Спасибо. Так, сейчас. Сейчас надо очистить место. Максим, ну я сам еще в процессе обучения. Смотри, делай сам что-то, задавай вопросы. Так, где они тут? Engines. Хороший, конечно, запрос. Ну да. Это вам не просто так. Ну-ка. Привет, Михаил. Так. Лишнее хоть почистить. Тест, Ну, например, нормально удалить все не нужно. Главное не удалить что-нибудь нужное. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ничего себе, 9, 10. 10 гигов. Ну, вот видишь. Целую игру можно поставить. Да, надо будет занять это место чем-нибудь. Так. А где там коллаб-то вообще у них на сайте находится? А? Чего сейчас? Коллаб у них где находится на сайте? Или через Unity проще зайти, да? Да, проще через Unity, чем искать.
Так, сервисы, да, сервисы попробуем. Оу. Сколько тут всякого мусора-то, ё-моё. И все это занимает место. Ужас какой. Ну, на самом деле это все не занимает места. Там же показано нули. Чего показывает? Нули. 0 это не занято. Нет, ну я понимаю. Это не то, это не те нули. Привет, Ирина. Привет, Вася Викторович. Или Виктор Васильевич. Так, ну давай сверху. И вообще, конечно... Так, коллаборейт. Юзинг, да? А у тебя самый простой вариант был запустить Unity, открыть проект и нажать кнопочку подключить. Да нет, я понимаю, мне надо место освободить. О, вот эти старые, что ли, еще остались тут. 1017. Engines, Unity, Editor. Привет, Юрий. Unity Projects. Locomotion. Вопрос. Ничего у нас не сломается? Кто знает. Ладно, удалю все второстепенное. Привет, великий пророк. Ангелина, привет. Ну, будем настраивать коллаб Unity и попробуем, если времени у нас хватит, перекинуть проект, ну не то что проект, а террейн настроенный от разработчика, скажем так, чтобы не было у нас ошибок. Так, тест контроллерс. Привет, Даниэль. Тест проект. Character System. Правда, я тут в некоторые вообще заходил в 16-м году еще. Капец. Так что, наверное, они не нужны все же. Ну, ладно. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, 9, 10. Тут еще больше гигов освободится. 15. Это все потому, что у тебя там много-много мусора. Да я знаю. Ты, если свою альфу почистишь, у тебя там тоже пара гигов освободится. Ну, в смысле... Папку Ну, там 3 проекта? гига, останется гиг. Ну, это не точно. Знаешь, как это бывает. Это не точно, но смысл тот же. Там тоже много мусора. О, тут стало посвободнее. Так, assets, да? В общем, нам по сути надо ММО. Renew Island это старый получается, альфа. И потом клиент и сервер. Так, остальное все. Сервер, в принципе, может и не нужны даже. Ну, пусть остаются как наработки какие-то. Они-то там вообще ерунду занимают. Так. Ну вообще. Ладно, сейчас в ММО зайдем. Projects. Оп.
стало меньше. Ну, что-то тут не то. О, так. Нам в ближайшее время надо остановиться на тех готовых решениях, ассетах, которые мы будем использовать для террейна, для воды, для погоды. Если будем использовать. Что именно будем использовать? Вот. Если не получится на базе World Creator, то тогда надо искать альтернативу. Ну, в целом, вроде как бы вот террейнчик-то получился. LDM это внутренняя валюта игры. А сейчас, так как у нас закрытый тест, то нужно иметь 50 монеток на своем кошельке для того, чтобы поиграть в игру. Она будет проверять при регистрации и при авторизации наличие их на кошельке. Так, services. Collaborate, да? Если что, из-за фона мне там не видно. Поэтому, если что, чтоб знал. А, из-за фона? Ну да, он же у тебя перекрывает половину этого. Хотел покрасивее сделать. Ну, ты там все равно пока ничего не делаешь, поэтому разницы нет. Я просто предупредил, что если будешь спрашивать. Насчет как получить, два варианта. Либо разбираться на будущее вообще в том, что такое криптовалюта, и покупать просто на бирже, это как бы плюс к скиллам получится. Потому что в мультиплеере у нас будет глубокая интеграция криптовалюты. И если запариться на данный момент, как это вообще работает, хотя бы в общих чертах, то это будет очень полезно. Ну, либо просто донатеры получают, если больше 1000 рублей задонатил, получаешь аккаунт просто готовый, зарегистрированный. Так. Как вот мне место освободить здесь? Филипп, не спами. В смысле, Филипп? Все как бы и в процессе. Обнови страницу, если у тебя там что-то не показывает. Куда? Вот. Подожди. Вот этот. Storage. Понятно. Понятно, что что-то непонятно. Понятно, что этого проекта у тебя нет в коллаборейте. Нет, он есть. Нет, как видишь, его нет. Вот он есть. Что ты мне рассказываешь? Он есть у тебя в списке проектов. Ну, возможно, да, может быть и так. Your cheat. Это все проекты, которые ты вообще создавал. Там лишнее, то, что у тебя не нужно. Ты можешь просто отправить в архив. Мультиплеер выйдет, не знаю, еще не очень скоро. Будет хорошо, если в этом году выйдет что-то играбельное в этом плане. А синглплеер можно поиграть уже сейчас, поискать клад. В частности. Так, ну что такое? Это ты зашел в архив. Да. По сути, мне вот это все надо просто почистить. Это каждый проект отдельно зачищать? Ну, по идее. Я так полагаю, у них нету механизма, который бы позволил все сразу зачистить. А вот
Понятно. Так, кукушка меня напрягла уже. Так, это непонятно что. В общем, у Unity есть ограничение в 5 гигабайт на проект бесплатно. Или в гигабайт. По-моему, в 1, да? 1 гигабайт. Да, 1 гигабайт. Но если проект больше, то оно не обрубает. Соответственно, до 1 гигабайта можно пространство использовать для нескольких проектов. Привет, Бурбамиска. А если больше гигабайта, то тогда надо чистить старое. Нет. Unity бесплатная, официальная. Ну вот с этого, например, взять. Ну, давай, заходи. Collaborate, Settings, General. Так, сейчас момент. Тинкоку, да, для Гаи, но это если Гаю использовать. Сейчас, так, где там почта. Так. А, ну вот, можно архивировать, но это не удаление, да, получается? Ну, технически это удаление. Напечатайте название проекта, блин, да? А так, оп. Так. Мы не продаем игру. У нас просто закрытое тестирование. А те монетки, которые нужны для этого, мы тоже их не продаем. Они просто должны быть у человека, когда он играет или когда он регистрируется. Так. System. Да, действительно, неудобно вот так вот все делать. Каждый отдельно. Forge. Так, Исланда пока оставим. Ну, да. Но их как купил, так потом можно и продать. Цена примерно на одном уровне болтается, поэтому... А мы не просим их никуда нам отправлять. А что главное характерно, так это то, что вся криптовалюта упала там в 3 раза. А наша монетка все равно примерно на том же уровне. Просто ей падать никуда. Ну да ладно, есть там куда падать. Всем всегда есть куда падать. Так. А в биткоине и в эфириуме она даже выросла по сравнению с тем, что было. Потому что они упали. Угу. Ну просто сам факт, это как такая вот характерная деталь.
На данный момент можно купить за примерно 7 рублей одну. Для того, чтобы получить 50, соответственно, это порядка 350 рублей сейчас. Так, что? Во, откуда они все взялись? Было же только что меньше. День и ночь мы будем свои делать? Ну, это как хотишь, конечно, уж свои. У тебя же все-таки вся земля будет учитываться, а не одно место. Ну, кстати говоря, это же такая штука, которую мы можем сделать даже сейчас. Без мультиплеера, да? Угу. Вот. Это... Сейчас мы тогда зафиксируем момент такой. Так. Да мы сейчас все можем делать без мультиплеера. Игра стоит денег, когда ты за нее эти деньги отдал, и все. А у нас мы не забираем у тебя эти деньги. Наигрался, продал монетки, получил обратно свои деньги, там плюс-минус в зависимости от курса. При этом без каких-либо ограничений по времени. Да. И при этом есть еще не нулевая вероятность, что получишь больше, чем закинул. Не говоря уже про конкурс выживальщиков. Угу. Где можно 500 монет заработать. В отличие от 50, которые должны быть на кошельке для этого. Чтобы поиграть в игру, эти деньги остаются у тебя. Ты их просто меняешь из одной валюты в другую, вот и вся разница. Это как если бы тебе сказали, что у тебя в кармане должно быть не 100 рублей, а $1. Ну, 1,5, скажем так. У нас же в игре цель, вот в синглплеере, выжить, пока ты ищешь клад. А если ты находишь клад, там получается от 1 до 5 монеток в вкладе. И эти монетки найденные ты можешь потом обменять в соответствии с правилами конкурса. Блин, да откуда их столько здесь? Так ты их целую кучу создавал, естественно, они все зарегистрированы. Ужас. Рука рубить уже устала. Привет. Привет, Венф. Сейчас мы место освободим здесь. Главное, не пишет, сколько места осталось. Да потому что они у тебя отсутствуют в коллаборейте. Исландов-то. Освободим место, подключим коллаборейт к новому проекту, к ММО версии. Подключим человека туда и займемся делом. Вот сетевой частью мы и занимаемся. Это тоже как бы часть работы над сетевой частью. Исландов сколько тут? Не, это же по идее не занимает место в коллабе. Они просто зарегистрированы вроде как. Исланды. Ренью.
Renew Island 1 это альфа финальная. Получается. Так. Так. ММО смотрим сюда. Go to collaborate. Так. Ну, наверное, кто-то есть. Так, так, а чё он ругается на меня? Sit assignment. А, места нету. 3 человека максимум получается. Что, Мишу тогда убрать? А мультиплеер будет всем доступен. Там можно будет даже без монеток тестово поиграть. Меня уберут, потому что равно только добавишь. Ну давай тебя. Unity Team Access. Вопрос как? Непонятно. Умер. Видишь кнопочку Manage? Ну. А, вот это ты имеешь в виду. Минимальные системные требования равны конфигурации компа, на котором она разрабатывается. Санитовый лабу. Так. А, вот так вот тут можно даже делать. То есть можно не удалять, а просто переназначать. Блин, юнитисты прикольные чуваки. Ну давай. Нет, запуститься-то запустится, просто FPS у тебя может быть мало будет. Если у тебя 7-я или 8-я винда, то запустится. А если 10-й, то ты извращенец. Да, на 10-й будет 5 FPS. Но это не точно. Ну вот, значит, запустится. Так, с мемберами понятно. Что у нас тут? Services. Виктор, я тебя добавил. Юзер, давай менеджера тебя переназначим. Так. Ты проект добавил в Collaborate? Ну да. Вот, включено у нас все. Я могу даже запушить что-то. Ну, наверное, не буду это делать. Что тут столько террейнов? Нет, вообще-то, должен. Ты должен запушить свой проект, чтобы он в нем мог работать. Так надо наоборот мне получить от него. Смысл в том, что если он запушит, это будет у него значиться, а не у тебя. В смысле? Первичный запуск, первичная загрузка должна быть от того, кто управляет проектом, от главного, в общем, то бишь от тебя. Давай запушим сейчас. Ты пушишь, он качает, потом модифицирует то, что нужно, и пушит. Вот так вот.
А, ну да, тогда же лучше будет, потому что нам тогда не придется там со зверюшками разбираться и так далее. Да, тут, наверное, надолго это все будет. Да нет, ненадолго, там у тебя аж файлов-то немного. 2800 изменений. Откуда-то. Это изменений. Вот. В общем, подстава какая-то с местом. А какая у тебя там подстава смысла? У тебя там только этот должен быть твой клиент-сервер. Какая-то фигня непонятная. Чую, надо заново создавать. Так, сейчас как там у нас с животными. Будет после определенного объема. Так, что тут не так? Стандарт, асет. Что полная засада какая-то. Тут, видимо, первый пуш не должен превышать 1 гиг. Иначе не дает его запушить. Нет, как раз первый пуш может быть любым. Да ладно. Если он от владельца проекта. А-а-а. Пророк. Под видео написана конфигурация компа, на котором это все разрабатывается. В основном. Может, у тебя там никак не будет 1 гигабайт на этом. Да ладно. Тут World Creator только занимает под гиг. В общем, какая-то фигня. В смысле не написан? Да все написано. Ниже промотай просто, там все написано. Обнови страницу. Да. Так, что нам тогда делать-то здесь? Наверное, сейчас мы это... Так. Projects.
Тогда мы, наверное, вот так сейчас сделаем. Угу. Так, сейчас. Так. Кстати говоря, Forge Networking ремастерит в базовой конфигурации пакетов предлагается. Может, они его доделали, переделали? Мы тогда смотрели, он был недоделанный. ТПЦ, ВЦ. Это что такое? Ну ёпта. Это весь компаньон, понятно. Это Basic Locomotion. Привет, Игорь. Постпроцессинг стак. Particle Ribbon. Что-то да, нет, тут Localization сервис. Кстати, нормальный такой наборчик. Погоди-ка. Brain Cloud. Ну, давай попробуем посмотреть, что это все из себя представляет. Постпроцессинг. Terrain Collection. Ну, там текстурки, наверное, есть. Так вот сделаем. Прогресс пока топчется на месте. Вообще, да.
В смысле акция по бойкоту? Что ты там писал? Выкупить акции игры? Морально? Ну да, ну да. Я просто тут на второй комп отвлекся. Пока оно устанавливается. Что у вас там? Смелые заявления против модератора. Да-да, пророк, ты там поаккуратнее. А то у нас бывает неуравновешенный гусь. Он может и покусать. Так. На мобильный рынок ты выпустил хоть что-нибудь играбельное-то? Когда мы сможем поиграть уже? Так. Давай. Коллаборейтом. Вау. Оп. Так. Чик. А что за бред-то такой? 1753 changes.
Значит, добавлено 1000, сколько там слышим Файлов. файлов. Ну, возможно. Привет, хулиган. Ну, интересно нам посмотреть на Гомесу-то. О, пошел процесс или опять накосячит? Кент никогда не дублируется. А эхо — это непонятный глюк, который то есть, то нет. Да, это, кстати, заметили давно такую штуку, что иногда есть, иногда нет эхо. Блин, 637 мегабайт получилось. Кто модератор? Василий. Василий Викторович или Виктор Васильевич? Ага. Тем, что он нам помогает с тирейнами. И не только. Мы из него растим профессионала тирейнодела. Профессионала тирейного дела. Вот так даже можно сказать. Развлекаешь. Угу. Наверное, потому что нам не жалко, чтобы ты был в модераторах.
А это достаточно проблематично. Как минимум, я не разделяю европейских ценностей. Я бы сейчас сказал глупую политическую шутку, но не буду. Да. Это не на нашем стриме. Движ Париж. Сейчас заколлабим это дело, чтобы Виктор Васильевич у нас скачал это все дело. И попробуем запилить сюда террейн. Привет. Привет. Привет, Дима. Денчик, загляни в личку, пожалуйста. Уно моменту. Ага. Сейчас напишу тебе. Угу. Ну как-то так. Сейчас я гляну. Конфиденциальную, да. Да. По работе скорее. Что, стрим отвлекаю? Ну, там пока все равно апдейтится В все это дело. смысле, отвлекаешь в кавычках, вот тут толком сейчас ничего не делает, ждет. Угу. Понятно. Я тарабаню. Пока там сейчас обновится это все. Давай, Игорь, счастливо. Что там, кстати, с коллабом? Что-то оно подвисло на 40%. Это нехорошо. Просто сделаешь повторный коллаб, и должно будет довести до конца. Ну, как вариант, да. Ну, сейчас попробуем.
Привет, Дмитрий. О, непонятно. Показывает зеленый, а все равно на 40% висит. Ник, что у тебя там? Я себя слышу. Я сижу на сноске, запомнил. Понятно. Так, сейчас. Так. Ну, я короче, понял. Угу. И... Сейчас в русской версии тогда сделаю. Там. Он надо будет перевести все. Ага, хорошо. Ссылку на Reddit скинь тогда тоже. Да, вот я сейчас... Ну, у меня просто в другом браузере. Сейчас посмотрю. У тебя там 1000 вкладок открыто, как обычно. Да. Все как обычно. Так, ну пока вот. Окей. Ну, сделали шуть. Угу, хорошо, хорошо. Давай. Так, о, заколлабилась. Виктор, можешь скачивать? Но, видимо, придется просто террейн добавить сюда отдельно. Как я себе это представляю? Так, вот. Хотя у меня все равно смутные сомнения насчет того, что будет работать. Так никто и не говорил, что будет работать. Но попытка, не пытка. Ну, попытка-то да. Это дело такое, так. А вообще, сейчас посмотрим. Как вариант. Нам, по сути, надо получить простую, максимально простую технологию создания террейнов. Чтобы у нас каждая локация просто по плану была. Там создали сам террейн, расставили объекты на нем, добавили эффекты. Можно добавлять все остальное. Ну, вот я тебе про это уже говорил. В твоем случае самый простой вариант — это генерировать где-то еще, а потом просто готовую модельку усувать в Unity. Ну, в этом плане, да, возможно. Что? Ну, я не знаю, может быть завтра. Сегодня, видишь, у меня дела деловые. Так, сейчас посмотрим. Как вариант промежуточный.
Map Resolution. А? У трейнов еще важно учесть высоту над уровнем моря. Ну, высота, она как бы плавающая такая. Нет, сегодня ты спать пойдешь, а завтра будем смотреть. А вот это вот снежную будем смотреть, да? Так, тихо. А снежную принцессу будем смотреть? Снежную принцессу ты смотрел уже. А да еще посмотреть. Вот еще. А да еще посмотреть снежную принцессу. Такие дети все-таки болтливые. За почемуха такая? А, вот что выключил совсем. Да, это просто нам выключила. Вот, садик. Это просто нам выключила все. Будем смотреть по снежную коллабу. Будем смотреть на снежную коллабу. Будем коллабу смотреть. Будем снежную коллабу смотреть. Костя. Да, в общем, я о чем? То, что самих по себе высокоплавающие, это понятно. Я имею в виду высоту береговой линии относительно нуля террейна. Так просто бы уровень воды там подгоним и все. Нормально. Это Так как раз... этот уровень воды должен быть не 0 по террейну, а у тебя он сейчас будет 0. Ну и что? Мы ж не знаем, на каком уровне вода была там 400 лет назад. Поэтому что об этом запариваться? Нет, ты не понял. Наверное. Я говорю, что сейчас 0 террейна это уровень воды. Да, я знаю. И что? Чтобы ты мог сделать воду около террейна, тебе этот уровень нужно поднять. Будет у нас мелковато возле берега. Ну, вот такая большая проблема, о которой надо прям думать. Но если ты хочешь сделать, чтобы сюда ходили вокруг террейна, то да. Чтобы они в него не врезались. Не будут они Не врезаться. проходили сквозь. Не будут они никуда врезаться. Все будет окей. Так. Почему это опять из-за оперы, пока не сделаешь, не поймешь. Нет, я понимаю, что ты имеешь в виду. А как ты предлагаешь сделать? Самый простой вариант просто слегка подкорректировать цвета. В смысле цвета? В смысле Не понял. нулевое значение террейна. А, на RAV-карте, что ли? Ага. Ну или, соответственно, на самом объекте, если такое возможно. Просто суть в том, что тебе просто нужно незначительно поднять береговую линию. От Ну, это нуля. ясно, да. Ну, давай сейчас глянем. Но мы с тобой этого не сделаем. Не, ну насчет этого, смотри, что, как я себе вижу, да? Вот у нас есть
Ну, я не могу увидеть, к сожалению. О, ну что ж ты молчишь? Что ты молчишь, кибалчишь? Так. Так именно на RAW карте или... Ну, по идее, если ты делаешь на RAW-карте, это будет отрабатывать всегда. Если ты это делаешь на террене, то тут я не знаю, как оно будет. Не, ну на RAW карте я не знаю, как это нам сделать так, чтобы оно нас устроило. Лучше RAW карту не трогать. Да я вот тоже... Нет, то есть оно можно сделать, но как, я без понятия. Угу. Я, к сожалению, не мастер фотошопа. Ну, это да. Так, это у нас получается 1800 на 1800, да? В любом случае, это просто важно учесть в итоговом варианте, а там уж разберемся как-нибудь по ходу. Сейчас. Вот, кстати говоря, очень такой странный момент. Вот этот наш остров. И у нас здесь прямо вот гора есть. По сути. Вот. То есть одна возвышенность, вторая и посередине еще одна. А вот здесь у нас нету такой горы. Что-то у нас косячная, походу, RAW-карта. Вот эта вот штука должна быть повыше. Вот это. Мы можем сделать по-другому. Мы можем сделать это все существенно повыше, например, 100 метров. Так. Вот, уже как бы тут рельеф у нас получился, да? А эту штуку сгладить. Угу. Вопрос, конечно, хороший. Лично я без понятия. Привет, Егор. Ну, вот так даже, кстати, интересно получается. В том плане, что вот у нас этот маленький островок. Вот он. Он выступает существенно над водой. Так. По сравнению вот с этим, что мы тут имеем? Так, сейчас.
Мы тут занимаемся террейном для игры. Пытаемся родить террейн, который бы устроил по своим параметрам. Оно все существенно больше выглядит. Выше. То есть надо не 100 метров, а, не знаю, 200, наверное. 200 прям. Наверное, 200, конечно, многовато. Но зато гора уже прям гора. Вот это. Сейчас мы попробуем по-другому пойти. Так. Привет, Тоха. Так, все, персон. Блин, эдитор какая-то проблема опять. Ну, что с тобой не так? Вот. Ну, вроде как бы не такой уж и маленький островок-то получается. Чем мы ему закинем тут за спину? Ох, как интересно. Конечно, меня дико напрягает, что если делать это руками, то надо все раскрашивать вручную, каждое дерево сажать вручную и так далее. Ну, блин. Пока рабочей альтернативы я не наблюдаю. Альтернатива тут одна. Либо все ручками, либо все кодом. Либо все ассетами. Ну, ты можешь заняться альфой. Сейчас заберемся повыше. Че его заносит-то в сторону? Влево. Какой-то косяк. Да нет, не косяк. У меня ровным счетом то же самое происходит. Ну, вообще странно. Тянет тупо влево. Это из-за уклона. Ну так его и на прямой. Вот, видишь, даже если уклон наверх, все равно его тянет влево. Так нет, смысл в том, что уклон. То есть наклонная поверхность. Если бы там была ровная прямая, этого бы не было. Так, давай ты залезь туда, ну, друг человека. Ну, если бы у нас такой был. Да, у нас весь левел дизайнер, что у нас есть, это пока я. Так, я хочу забраться на самый верх. Запрыгнул. И посмотреть свысока на это все дело. То есть получается, вот это у нас уровень воды, да?
Островки, островки. Да, это у нас уровень воды. Так, что его прям сносит. Да, маловат такой островок, конечно. Ну, у тебя просто персонаж крупный. Уменьши его в половину, будет куда проще. А смысл-то? Если уменьшать персонажа, то надо будет уменьшать каждое дерево в отдельности. Ну, а можно просто создать нормальное маленькое дерево. Ну, в общем, каждый объект надо будет править под размер персонажа. Подразумевается, что все объекты создаются примерно в нужном скейле. Если где-то проблема, то это проблема одного объекта, который исправил и пошел дальше. А если мы скейлим персонажа, то нам придется скейлить под него все объекты абсолютно. Ну, как я уже сказал, что это решается просто. Это решается просто. Один к одному делать мир и охренеть. Это мультиплеерная версия будет. А это просто юзер-контроллер третьего лица такой выглядит. Так. Ставим сюда. Скейлинг — это когда у тебя объекты уже готовые. А если ты его только создаешь, то ты можешь его сразу создать нужного тебе размера. Ну, мы ж не будем создавать деревья отдельно. Мы деревья будем брать готовые. Подходящие тематически. Вот все это Ну, дело. почему бы нет? А если ты будешь брать, тут не имеет значения, какой у тебя размер будет. Тебе все равно придется их скейлить так или иначе. Что-то его реально все-таки заколбашивает. Если ты будешь двигаться и посмотришь, его не только заколбашивает, его и двигает. Тянет вниз. Но это как бы физика, понятно. Отсюда же проблема и поворота. Ты про физику говоришь? Почему у нас нету такого... В альфе нет у нас такого косяка. Тут прямо явно очень вообще тянет. Я тебе говорю, у меня то же самое. У меня в моем проекте ровным счетом то же самое. Ну вот даже фактически по прямой бежит. Все равно уносит. Вот, даже если особого... Там малейший наклон, это все. Ну да. А если он провалится в ямку, его так завертит, что мама не горюй. Угу. Он безо всяких этих нормально бегает только по ровной прямой поверхности. Ну да.
Не, ну в этом даже есть какой-то смысл, потому что, например, если по лесу по какому-нибудь плутаешь, то тебя будет тянуть влево в реальности, если без ориентиров. Ну вот, смотри, кстати говоря, насчет этого уровня воды. Получается такая вот история, да? Где там наш чувак? То есть мы можем сделать, ну, поднять вот примерно, допустим, на 5 метров уровень воды. Ну да, у нас будет плоское дно, но мы его можем рандомизировать с помощью средств. Там, нет, ну, плоское дно нас не интересует. То есть мы можем сделать... Тут вопрос просто не в дне. Вот как-то так. Но можно, собственно, скрыть водой при желании. Вот такие штуки всякие мы можем сделать. Ну, в общем, дно привести в порядок. Насчет ровных площадок, это все будет выравниваться фундаментами. Вот эти неровности, как бы, все можно вот таким образом сделать на дне. Да, но без надобности. Пусть дно будет ровное. Не, ну почему? Оно не без надобности. Мы же видим дно. Вот такого можно скрыть водой. Ну, так а нырять-то можно все равно. Даже если нужно нырять, тоже все равно не сможет далеко уплыть. Ну, просто тут вопрос перфекционизма. Если уж делать, то делать хорошо. То есть ты хочешь себе хорошее, не плоское дно, так тебе вообще придется менять полностью RAW-карту. Да не надо мне менять никакую RAW-карту. Я дно просто сделаю рандомно и все. Гонять дно. Дно как раз с ним все намного проще, чем могло бы показаться. Блин, ты пропадаешь. И вообще все пропало. Музыка умерла. Ладно. Тебе дать. Чего? В общем, я хочу сейчас попробовать сделать террейн вручную. Посмотрим, что у нас получится. А если меня не устроит результат в разумные какие-то временные рамки сотворенной, то тогда будем разбираться с ассетами. На самом деле тут же можно в обратную сторону это все дело выдавливать. Относительно дна, вот если взять.
Спокойно, все мы сделаем. Сейчас разберемся. У меня есть мысли на этот счет. Сейчас даже продемонстрирую, что я имею в виду. Просто если вот таким образом делать, то это получится все несколько проще. В плане того, как брать именно с карты террейн. То есть реальную местность сделать. Опять же, мы можем делать все-таки некоторые допущения, потому что мы не знаем, как оно там было реально 400 лет назад, поэтому какой-то стопроцентной исторической точности нам не требуется. В плане высоты той же самой, глубины там возле берега и тому подобного. Вот, а на основе вот этой штуки мы сейчас соорудим так, что это тут такое, блин, а? Лайтинг. Надо мне генератить. Речь была о том, что нулевое значение тут есть, да, дна? Ну, это, конечно, да. Ну, в общем, я вот такого плана имею в виду. То есть сделать эти неровности искусственно. Плоскость не опустить, ну да, да. Нам нужно получить реальный террейн, а не сгенерированный. Так, сейчас. Момент.
Да я понимаю, что это уровень воды. Я же пояснил, что мы просто сделаем уровень воды выше. Виктор, я тебе написал там. Так, вот сейчас попробую. Один момент. Сейчас мы попробуем по-другому немножко. World Machine, да? Ну, давай посмотрим для интереса. Это я не стилирую, если что. Угу. Что World Machine вообще не находит в Asset Store. Ты так далеко прям заглядываешь, Вен. Что-то среднее между Sea of Thieves и Black Wake'ом будет в этом плане. В общем, они не находят World Machine. Отдельный софт. И он стоит, наверное, херову тучу денег. Да, да. Что он стоит сейчас? А, да, я видел его. Нехило он, конечно. Ну, я торрентами не пользуюсь принципиально. А тут, по-моему, даже... А, есть. Пятьсот 13 пикселей, да? 513, это маловато. Ну да. Это фактически вот то же самое. Как оно и сейчас.
А, нет, 2049. Детали 1024. Мы, в общем, попробуем другой вариант. Попробуем Гая, Инвира, Аквас. Они у нас есть. В принципе, должно получиться неплохо. Жаль, вторая нельзя обрезать. В смысле? Ну, вырезать только ту часть, которая нужна. Это дело такое. Они есть у человека, который мне их отдаст, скажем так. А вот если все пойдет хорошо с ним и получится то качество террейна, как мне хочется, то тогда надо будет их покупать уже непосредственно для игры версию. То есть если бы я покупал совсем прям все, что я пробовал, я бы уже разорился давно. Поэтому я делаю наоборот. Я пробую те версии, которые есть у людей. Один человечек, мне спасибо ему большое, наскидывал купленных им для своих проектов ассетов на 1500 баксов. Вот. Ну вот, мы сейчас разговариваем с таким человеком, с World Machine. Ну ты ж мне не отдашь свою лицензию. Надо музяку какой-нибудь пободрее, да? Это что-то я сейчас засну. Так. Ну вот. Ну что за тормоза там?
Hi and welcome to Gaia. In this video I'll take you through the Gaia quick start guide so that you can quickly and easily get up and running with a pretty scene using Gaia. So the thing I've done before I started the video is I just imported Gaia, and one of the first things you notice is it says speed tree materials need to be regenerated. This is a standard speed tree Unity thing, very easy to resolve. It's one of those things you do once per project. So we'll go to our third-party samplers and to speed tree, and we'll click on each one, and you'll notice that Unity is actually telling us that these materials are not ready, so we'll hit apply. As we do them, each of these warnings goes away. And done. Okay, so in order for Gaia to do some of the things it does for you, we also need some of the Unity standard assets. So the assets, import package, and we'll import characters. And we'll import text. The World Creator что-то ошибки выбивает. Головняк какой-то с ним. Не, ну, сейчас вот уже попробуем с Гаей. Ладно. Гая в этом плане получается еще интереснее, потому что прямо там есть поддержка непосредственно нужных еще ассетов дополнительных. Enviro, Aquos и так далее. За одним исключением. Что? Ты забыл, что она генерируемая? Нет. Виктор, а как у тебя там? Ты генерировал просто террейн или создавал с RAW-карты? Это, конечно, косяк будет, если генерируемый. So now we're ready to just do it. So in this scenario, we're going to use Gaia to randomly generate an entire new scene. To do that, I'll bring up a window. So the window. Now, one of the things you might notice in Gaia is that there is a new tab called the GX tab, or Gaia Extensions. And when you first start up, there's nothing in there, but there should be. This is something that I'll fix in the future, releasing Gaia. But to get that extension, that installed extension, you just close the window, open it again. Give it a second to finish compiling. Now we've got the procedural world camera my extension. So let me just talk through the tabs. We've got our standard tab where we basically 1, 2, and 3 and only a few clicks generate the scene. The advanced tab which gives us detailed access to all of the different types of objects that Gaia creates for you. The utilities tab which provides a lot of handy utilities like scanning in new stamps, visualizing the fitness of things, adjusting your terrain to a specific height, exporting your texture splat maps and your grass splat maps, exporting a water flow mask, a terrain normal mask, the terrain as a mesh, the shoreline as a PNG, so you can use it as a mask, your type map, height map, or extensions. Then finally, there is the Gaia Extensions tab. So when an extension is installed, it appears in the Installed tab, and you've got the publisher and the extension, and then the actual functions that it gives you. And then you've got the compatible tab, and these are extensions that are known to be well suited for use with Gaia. When you click on that display page, it'll take your browser to that assets page where you can purchase it or download it. This, the compatible extensions will be something that grows over time. And what I'm doing with installed and compatible extensions are basically adding in things that are synergistic with the process of creating your environments. Okay, to start off the randomly generated terrain, we'll go to Advanced and go Show Session Manager. This will create our Session Manager object for us. It is over here. And the session manager, everything you do in Gaia is recorded in a session, and this allows you to
replay steps forward and backward, so that you can get a sense of, you know, if you tried something and it didn't work, you can just remove that step and replay the session. Где он создает сам террейн? You've got more of a chance of spawning hills or stamping. А, вот рандом террейн генератор, да? And stamps. Easily iterating through the 150 stamps that we've got to choose the ones. Вот, можно, получается. Вот. Используя реальную карту Google, Яндекс, Photoshop и редактор Гая. Да я уже понял, что делать. Через террейн паттерн, да? О! Вот, кстати говоря, вот есть там, оказывается, возможность убрать нафиг все эти города и оставить шейды, да? И... Не понял. Во, пошла. Вот, это все еще перегрузить надо. Так, а он там что выбрал? Shaded relief. So this thing that I'm dragging around is the solution icon. So I'm going to try and capture that area just there. I'm going to reduce the range so that we're essentially just capturing this main feature. Because we're going to make a terrain that's based around this. Zoom in a bit more. Quite an interesting environment. Now this is 14 square kilometers. I'm just going to even make it a bit smaller. And set it a bit so I have a nice flat area, and then we'll have some mountains. Even make it a bit smaller. Because I'm going to put this into a 2K by 2K. Obviously you could make this an exact replica by making your terrain larger, but I'm going to go 2K to 2K. Las Vegas is just there. Let's save this. So we go save, and we call it Las Vegas. So let's see if this area here is got a name. Let's go to map quest. Blue Diamond Hill. So we go back to relief. Just choose our spot again. If I like this, I think this will make a really nice area. Zoom in a bit more. Blue Diamond Hill. And let's save it. We'll call it Blue Diamond Hill. So Terrain Party is actually querying its satellite data and merging multiple sources together. It's going to build this environment for us. Here we go, it's downloading. Now it's done. We'll just extract that. Лаудер не бит-то на максимумной громкости. Here's what it's created for us. It's actually using a resolution of as good as 10 meters.
And I find that the best thing to actually look at is the merged view. So I'm going to open this PNG file. It's some sort of format that Unity doesn't understand, so I can't use it directly. So what I'm going to do is use Photoshop to convert it to a RAW file. So I'll open this with Photoshop. Так могу сделать. And there is our height map. You can see the features on here. And I'll just save it straight as a RAW. Actually, what I'll do is I'll also zoom in. You notice there are a lot of really jagged graduations. You haven't got a very high quality image. If you do happen to have that, you can run a blur on it, and surface blur I find is quite good to get rid of all the jaggies. But this doesn't need that. It's already quite a high resolution and a high quality image. So I'll just go File, Save As. We'll make it a RAW file. We'll just rename it. And go Save. Make it an IBM PC byte order. And we're done. So now what we're going to do is go into Gaia and import that. Так он же показывает все действия, что он I'm делает. just going to create a completely new scene. And create train and show stamper. This is just my sort of standard Gaia startup stuff. Кто? Zoom in so we can see what's going Это on. видео, ты чего? I'm also going to stop the baking. Cool. So we're going to go into Utilities and go Show Scanner. This is the component that allows me to use these things that we just created. And here's our RAW file. So what I need to do is drag and drop the RAW Ну onto да, my вот scan. получается там I'll do сканер that. такой встроенный есть. And we've scanned it in. So let's zoom into this. Now this yellow line here, that's our baseline, and it tries to make an island out of your height map. But in this case, I actually want all the information that's underneath it. Actually, no, I'll leave it like that because this could actually then be used as an island. So I'm going to save this into mountains. So we can put it into any directory we want, but just save it to mountains. So Gaia now knows about this and has created a stamp from it. So if we go to our stamper, I'll just pop this out the road, turn the scanner off, go back to our stamper and go and find Blue Diamond Hill. There it is. Drag that into a stamper. Now notice it's basically pushed most of that mountain or that feature underneath the surface. That's okay. If you wanted to make an island, that'd be a good thing to do, but we're going to ignore that. So I'll turn off show base, and I'll turn off ground, and I'll manually lift it up. So here we go, lifting the stamp up. So that's that environment we just created. I think that's way too high for this sort of scale we want with people wandering around in the terrain. So I'm going to drop its height. Bring it back down. Yeah, I'll leave a little bit of water around there as well, just for the heck of it. So that's that environment we've just scanned. So if I go stamp, turn that preview off, we've now got this really interesting feature, which has just come out of a satellite image, which is stored on Terrain Party, and we've made an environment out of it. Sometimes, particularly if you get things from sort of lower res formats, you can get a bit of roughness. So I might just run a quick smooth as well. So go to my stamper, show terrain helper, and just run a smooth. Yes, and you'll see it'll just soften those edges off. Now let's turn this into actually a playable Привет, пельмешка, да, хотим. So I'll go to Gaia and go create spawners and hit spawn. Gaia's now doing its magic. So the first thing it's going to do is texture it, then it'll Но только не один к одному, конечно, let's turn this into, and you'll see it'll just один к soften those 10. edges off. Now let's turn this into, if you get things from, turn that preview off. We've now got this really interesting feature, which has just come out of a satellite image, which is stored on Terrain Party,
and we've made an environment out of it. Sometimes, particularly if you get things from sort of lower res formats, you can get a bit of roughness. So I might just run a quick smooth as well. So go to my stamper, show terrain helper, and just run a smooth. Yes, and you'll see it'll just soften those edges off. Now let's turn this into actually a playable environment for a game. So I'll go to Gaia and go create spawners and hit spawn. Gaia's now doing its magic. So the first thing it's going to do is texture it, then it'll run its game objects, and it'll run its trees and details and so on. So these assets that I'm showing you are all assets that are included with Gaia. But the last thing I'll do is I'll also show you the integration with some other assets, which you can just take your environments to a whole new level. So just wait for this to finish spawning. Okay. There's our nice textures. It's doing the trees. And there's our low level area because I wanted to have some water in this. And now it's actually doing the grasses. Now, something I'll point out with this, notice the graduation in the grass coloring. I've used this is a new feature for 1.5, but it's the ability to apply Perlin masking to any sort of thing, whether it's a tree. A grass or a texture, so I've used it for textures. If we zoom down to ground level, you can actually see that it creates much more interesting variation in your environments. Почему не будем? По идее, надо. As well. Мысль в том, чтобы сделать так, чтобы можно было в любом направлении кругосветное путешествие совершить. I'll create my player, wind and water. We've now got a nice sort of water area and a beach area with this really interesting Mesa style formation here. So remember, we're just, even though we haven't used desert type textures, this is this area just outside of Las Vegas. Let's see, how are we going with our grass? Just wait for that to finish. Looks like it's done. Let's try and have a look. Yeah, we've got grass. So on our terrain, I'm just going to bump that up, the distance up to the furthest range. You know, how this goes on your computer depends on your computer, whether or not it's powerful enough to show it. And another new feature in 1.5 of Gaia is the Gaia extensions. And I've included some really nice lighting things, so you can set deferred linear, which is my preferred one. We can, if we look at our player here, currently it's got no effects on it. I'm going to add some camera effects, so just an instant pretty. Unity is going very slow. Just waiting. Unity looks like it. Хороший вопрос, где взять? А ты на terrain пати. То есть, что вот выше, да, получается? Здесь. А что? Вот как бы все есть. Чё? Или не все, да?
Давай посмотрим, например. Ну, давай попробуем Мурманск. Так, Мурманск у нас где-то тут должен быть, да? Ну давай просто вот какой-нибудь вот этот момент. Блин. Нам на самом деле до 60-й широты еще работать и работать. Да, это понятно. Кемская волость. Находка, Сабетта. Ну вот куда-нибудь вообще, да, на север забраться. Вот какой-нибудь остров Вайгач. Вот так. Все еще подгрузить ему надо. Ладно, пусть подгружает. It's frozen. Да, это ясно. Oh, it's responding. I'm going to turn off water because water seems to have something to do with this for some reason. Go back to our player. We've going to add those camera effects. I've added them in. I'll create a sort of a nice afternoon light, and then what we'll do is we'll hit play. That's a really interesting new feature we've added in, and sort of an interesting environment all around. So the next thing I'm going to do, just to make it a bit prettier, wait for Unity to catch up again, is I'm going to add Tenkoku. Но если он у тебя купленный, то можно, я думаю. А если не купленный, то могут возникнуть вопросы. Then I'm going to go into here and just add Tenkoku fog. Which we're now done. And I'm going to make our player go really, really fast, so we can just quickly cover some terrain, have a look around. And I'm going to turn off the noise and turn our water back on. And hit play. And the sort of instant prettied our environment. Now I've still got global fog on, so I'll just turn that off. You can actually experiment with this stuff without even stopping Unity. So if I go to my player and disable global fog, because we don't need it because we've got Tenkoku fog working for us now. I'm going to increase the vignetting because it just looks nice. I quite like it. And also move that down as the last thing so it's not mucking around, so the fog will be included in it. Let's increase the vignetting. See it coming in, and let's just go for a quick wander. And what we've done is we've actually created quite a nice environment
in a very short amount of time based on this beautiful thing that we've just downloaded somewhere near Las Vegas. Last thing I want to do is I want to add some new trees in here. Местность где-то в Now, this is another new feature. It's part of this Gaia extension thing. I'll just turn off water again. So Виктор, так ты скинешь сегодня? So I'll go to compatible, whoops, installed, speed tree. I'm going to add in some Alaska cedars, because I quite like them, and I'll add in the coverage as well. I'm also going to add in some European white birch. And I'll just quickly, if we zoom up a bit here, just quickly run a cluster spawn on this. So I'll set up a cluster spawner. I spawn. It detects that we actually haven't got these resources in our environment, so we're going to add them now. And it's going to run the spawn as soon as that's done. So you can see the clusters being spawned. I'm going to add a few more because I quite like these. I'm going to do the same with my white birch. And I'm just going to do a quick coverage run with the white birch. Ну, прикольно так. And do it again just to get a few more around the place. Really pretty trees. Hit play. And it's really interesting once you start to add more. Like I started with the defaults, but now I'm layering other assets on top of this, and you start to get really pretty environments really quickly. You know, just for fun, what I'll also do is I'll modify the lighting. So it's still running it. I'll go back to Tenkoku. So this is how I get some of the effects. I can just change the hour of day. Now let's try more of a middle of the day type thing. Here's our little houses. These are 3D Forge exteriors kit houses. They're really beautiful. And you know, we've actually, and the grasses are turbo scalpers grasses. They're really beautiful as well. So in a very short amount of time, we've gone out to Las Vegas. We've picked up some really, really beautiful terrain. We've imported it into Gaia. We've now added in a few spawners. We've then added in some speed trees. And we've got something that's really, really pretty. Hope you enjoyed. A bit about how here's our little houses. These are 3D Forge exteriors kit houses. They're really beautiful. And you know, we've actually, and the grasses are turbo scalpers grasses. They're really beautiful as well. So in a very short amount of time, we've gone out to Las Vegas. We've picked up some really, really beautiful terrain. We've... Вот, кстати, про реки. Hi and welcome to Gaia. In this video I'm going to make an environment, add a river to it, and then decorate it using Gaia extensions, i.e. third-party products. Видели, да? So, first thing we'll do is we'll start up Gaia and create a terrain. Hello gamers, Pat here. С этим чуваком мы тоже уже знакомы. Hi there, Good Golf here. Welcome to this tutorial on Gaia and terrain pathfinding. I will be using A-star pathfinding for this tutorial. I've tried a few pathfinding assets, and A-star pathfinding is the only pathfinding I found that actually works on the Gaia default size terrain. I found it through Adam Goodrich's curated list of assets. So I already created the terrain in this project with deep ridges,
to clearly show the pathfinding, and I added aqua's water to it. Note that the water y coordinate is set to 50. So where to get the pathfinding solution? Go to the... А аквас что ли не бесконечный океан? Вон у него там получается scale 200 тысяч стоит. И вот это вот получается граница акваса, что ли? Что за бред? Тоже придется что-то с этим делать. As water to it. Note that the water y coordinate is set to 50. So where to get the pathfinding solution? Go to the aarongrenberg.com website. There you will find the A-star pathfinding project, and in the download section you can get a free version. The paid version in the asset store has more features. However, the free version is an ideal way to test before you buy. I also imported a character with animation into the project. The character has two scripts from A-star included, the Seeker script and a modified A-star pathfinding script. It also contains a character controller and a rigid body component. I also included an animator from the Unity example on NavMesh animation. You can download it from the Unity 3D site. So let's start. First we need to set the terrain layer to terrain. Не, ну понятно, что он растягивается. Просто вот тот, который у нас в альфе, сета океан, он бесконечный. Ты там можешь хоть уплыться вообще. Постареешь и помрешь, прежде чем доплывешь до края. Next we are going to add the A-star script to an empty game object in the scene at 000. Create the empty game object. Add the A-star CS script to the object. Чё? Кроме FPS. If you get that prompt, set JavaScript to no, select the grid graph and update the settings to reflect the terrain. Width depth to 800, node size to 2.5, center to 0, 50.1 and 0, max slope to 45, ray length to 1000 and mask to terrain, the layer we set before. Why is this center Y set to 50.01? Well, we're changing the A-star box to be just above sea level, so all water basically prevents movement. You may need to play a little with these settings to make sure you get the desired outcome. Какой он долгий-то этот товарищ. Неторопливый совсем. Some of the properties of the A-star component are limited because of the free version. So for example, the thread count is kept at 1 and optimization settings cannot be changed. Now hit the scan button. You will see the grid appear on top of the terrain. Once you're ready with the graph, save it to a file which can be cached. Hit the Save to File button and store the cache file into the project. For a better performance during editing, you can switch off the Show Graphs. It will take a while before it appears in the project, and then add the cache file to the cache startup and check that box.
So now we have the basics ready, and it's time to add the animated character. Drop the night prefab in the scene and add a sphere renamed target just around the corner. Подгружается все, что должно. Сегодня мы тогда уже не дойдем до Гаи, поэтому пока смотрим туториалы. We want the knight to walk around this high ground instead of crossing it directly. The maximum slope should prevent this from happening. I'm parenting the main camera to the knight and zoom in so the knight is visible in the scene at all times. As you will see in more detail when the scene runs, I use a RTS style selection around the character. It is using a projector with a special shader, and I will add the link to the source by Jeff Zimmer. Next, run the scene. Note that the path isn't fully optimized, however we do see the knight rounding the corner properly instead of climbing the ridge immediately. Yes, the camera is a bit nervous, but that's partly due to the parenting it to the knight. So while we are fast forwarding now, I didn't add Megasplat to this terrain, but I did in my VR project. If you enable tessellation, you will see the character sometimes sink into the terrain to his knees or elbows. I will see if I can do another short tutorial on that, since I've seen some posts in Jason Bill's Megasplat forum which indicates this can be resolved. Also, one of his tutorial scenes does show it's possible. Okay, how does the knight move? If we select the knight, you will see a few scripts added. Seeker, from A-star Pathfinding, AI Dynamic Object, which is actually a copy of A-star Pathfinding script with some changes for the animation, a character controller and a rigid body. It's the AI Dynamic Object script which is key for this demo. If we take a look at the script, I added a new AI script which is basically the same as the AI path included in the package, with some extensions to support animation. The awake method, where I get the reference to the animator component. The update method, where I call the update animations method. And the update animations method, which is a slightly modified version from the Unity script, which is in the example page I showed earlier. If we look at the animation controller, that again is from the Unity NavMesh example. Hi there, Good Golf here. Welcome to this video on Rift VR and Gaia in Unity 3D. For the past few months I've been using the Oculus Rift kit in Unity 3D and I want to share some experiences with you. Before I start listing the details, let me start with a big wow! Using VR in Unity 3D is great fun. Once I received the VR kit, I immediately started with Gaia since it's so much fun to use, and VR makes these terrains even more immersive. What you also need to be aware of is that you will run into some challenges with Unity terrain, which, to be honest, is years due for an overhaul. Other assets may not play ball in VR either. Don't let yourself set back by this. Many assets just require some tweaking of the settings to perform nicely. So without further ado, here are a few tips and tricks. Read through the VR best practices first. I cannot stress that enough. I actually recommend this before buying the Rift or other VR device. There are a few key concepts which you need to take into account. What I found out to be the most important one is that motion and simulator sickness are not imaginary issues. Your game concepts may not translate one-on-one to VR. This is in particularly true for first-person shooter style games. It's a potential vomit comment for your end users. Since I'm now working on a VR real-time strategy style game, I started with regular movement, but soon changed into point, click, blink, teleport style movement, which is much more comfortable. When you start creating the terrain using Gaia, you can first give it a few tries following Adam's tutorials and see how it works like in VR. Just setting the virtual reality supported flags in the player settings is enough to enable the VR and start the fun. Once you start moving around, you will see a few things happening. Stuttering movement, lag in the display, or even dropped frame rates. This has nothing to do with Gaia. Here are the usual culprits.
First of all, grass kills frame rates. Just enable the profiler and you will see huge spikes in the build patch mesh. I don't need grass for my RTS game, so I removed the detail spawner from the group spawner. I haven't given it a try yet, but nature may actually solve this issue. As you can see, I only have a moderate amount of trees in my scene, and speed trees don't offer a big challenge so far. If that happens to your scene, then try assets out there which may help out. For example, alt trees and the Critias tree system. Now over to the water. Watch out for the reflection probes. I replaced Unity water with aquas. It's better in VR, however I had to switch off reflection probes, set reflection layers to nothing, and set ignore occlusion culling to true. It still looks really nice, but not as great as it does with all the high quality settings enabled. For sky, I stick to my original choice, Tenkoku Dynamic Sky. It has proven itself to work with VR. I do have the reflection probe enabled, but it reduced the update FPS to 0.5. And I added a fog component to the center eye anchor, which is the VR camera for Rift. Okay, next, what doesn't work? Most post-processing assets only result in a black screen. I'm not sure if it's actually VR specific or just due to Unity 5.5. It's a bit of a shame though, given how much these assets typically cost. The only one I got to work is the Unity Beta one, which Adam pointed out in his Gaia forum. Not all elements of this beta are VR ready, but the fast approximate anti-aliasing is. A tip specifically related to my RTS style game. If you move above the trees, like 100 meter up, you will see that some of the settings in the Gaia terrain presets and prefabs need some adjustments. If we look at the terrain settings, take a look at the tree and detail objects section. I've changed the tree distance and billboard start to match my game type. Billboards from the trees really don't look nice from up. If you look at the spawned objects, then play around with the terrain and speed tree lot group settings. Tiling on your mountains. Initialize Game Manager. Selected 0 objects. Selected 0 objects. Hello gamers, Pat here. Welcome to a video on how to create a terrain in Unity using Gaia. I plan to do a couple of hopefully this was useful for you guys. Don't forget to check my website gamerpad.com or click the link in the description. Thank you guys for watching this. Goodbye. Hello gamers, Pat here. Welcome to another Unity asset review and tutorial. Well, it's more of a kind of review or a presentation. The asset itself is pretty simple, that it doesn't require a proper tutorial per se. We are going to talk about rainbow folders. But before we begin, you can see in this project that I have a couple of other assets that I've already covered. Все в разнобой вообще у чувака. Какой-то он непостоянный. Hello gamers, Pat here. Да. Hello and welcome to Gaia.
Gaia is a system that allows you to quickly and easily create beautiful 3D environments like the one you see in the background image. Gaia consists of three major pieces. It consists of a stamping system, which takes terrain features like mountains and mesas and stamps them into the terrain. It has a spawning system, which takes that terrain and then textures a bit of a sense of what it is that we're looking at. This is a height map based image of that feature, and where it's white it's high and where it's black it's low. So what I do is drag this mesa into my scene, and now the stamper has loaded that feature up. You can see the terrain there, the actual bottom of the stamp there, and then the ocean level there. We can easily change the width of this stamp. It configures all the components that Gaia uses to create your environments. Нет, лоу-поли мне не интересно вообще. Я даже не могу играть в лоу-поли игры. Меня напрягает это все ерунда. Вроде лоу-поли позволяют механик напихать в игру дофига. Но, блин, что-то оно все не очень. So what it's done for us is actually created a terrain and pre-populated that terrain with the assets that we defined in our resources file. If I click into the resources, if I go back here first, you can see we've got four textures. Click into resources, you can actually see those same textures are being defined. Not only that, but in the resources we have the rules that are used to actually decide where in the terrain those resources are applied. We can do things like check to see if the terrain is clear, check the height, apply a curve based on that height, check the slope, check its proximity to something else, and check to see if it's already on another texture or not, and enable and disable it. So let me create or terraform this environment for us. I'll go into our stamps directory and select mesas. I'll just increase the size of this so you get a bit of a sense of what it is that we're looking at. This is a height map based image of that feature, and where it's white it's high and where it's black it's low. So what I do is drag this mesa into my scene, and now the stamper has loaded that feature up. You can see the terrain there, the actual bottom of the stamp there, and then the ocean level there. We can easily change the width of this stamp, we can change its height, we can rotate it, we can also move it around. I'll just fit it back to the terrain and stamp it. What the stamper is now doing is applying that feature into the terrain. If I turn off the preview, you can see that we've now got a nice terrain. Now the cool thing about the stamper is that you can actually add multiple terrains. So what I want to do is surround this stamp with perhaps a low-level mountain range. And so you can actually mix and match your stamps. So I'll turn our preview back on. This time I'll go to our mountains, and I'll choose a mountain range, this one. So stamper loads up the preview, and you can see this preview is really quite large and quite high, so we're going to drop that height down a bit. So we've got the preview of this stamp and then the existing one already predefined. What I'm going to do is actually... Так, секунду. Ну, это понятно. blend the two stamps together so we get these hills rolling down towards the ocean. To do that, I'm going to apply a mask and blend it from the center, which is high, down to the edge, which is low. I want to basically bring these two stamps or these two features together and blend them out to the edge. If I go stamp and hide our preview, we can now see that we've actually modified our mesas and we've added in these other mountain features there as well. A bit hard to see that, so I might try and stamp it again. So I'll just undo that and then redo it, and you can see how the mountain features have been blended in there. You can actually blend any number of stamps together that you like. I don't really like that. In fact, I want to change it a bit, so I'm going to turn my preview on again. Instead of having it high in the center and blending out to the edges, I'm going to reverse that like that. So it's going to be, we're going to damp out the effect of the stamp in the center and really make it strong at the edges. I'll just hit stamp again and then preview it again. You can see we've still got the mesa in the center. If I zoom in, we've also now got a really mountainous effect at the edges. So you can actually do all sorts of different combinations of stamps and create the environment you want.
Notice that we've got some blue here, that is our ocean level. So I'm happy enough with that. Now it's an interesting enough environment. So what I'll do is I'll create the spawners. The spawners are what then textures, details, plants, trees, and slots game objects is the environment. Now group spawner is a collection of those things which executes one in a row, each one after the other, and applies those features to the terrain. So if I just go spawn, first we're running our texture spawner. Our texture spawner is taking the texture resources we defined previously in the resources file and applying them to the terrain. The detail spawner brings in our grasses. Tree spawner brings in our trees. Game object plants our houses and our rocks. I'll go back to our spawner here. The texture spawner is still running. He's almost done. As soon as that's done, we'll actually get an update. So now we've got a beautifully textured terrain. We've got trees being planted. Now we're actually doing the grasses. I'll give it a few more seconds. It's almost done. This is a 2 km by 2 km train. It's not exactly small, so it's quite fast what it's doing here. Cool. So now we have our terrain all nicely textured, and details and so on have been added. We zoom in, we've got some grasses, we've got some houses that have been slotted in there, and so on and so on. So what I want to do now is actually add my player, my wind and my water. To do that, just press the button. I'll zoom out a bit more so you can see it. And we've added in the water plane. Our player is in the center of the terrain, and we've also added in a wind zone. And all of these will be populated underneath the Gaia. So if I click on our player, there he is here. It's not in a very good spot because we're sort of in the middle of a valley. It'll do for now. I'm going to just modify this scene slightly. I'll delete the main camera, and I'll just increase the size of the camera, or increase the height, so it's more of a human level look at what's going on around it. I'll increase his speed, so I can just zoom around the train a bit faster. And I'll also turn off the audio source, because otherwise you're going to hear me talk. So, go into my game view, it's all good. I'll just press play. So if I look over here, we've planted a whole bunch of grasses, our beautiful mesa structures, and if we go, you can see we've got a nice environment. So let me tweak a few more settings in this. I want to have some patches of flowers, and I want to be able to see a bit further. I might just turn this guy around. Here he is here, he's facing that way, so I need to turn him. Okay, looking out towards environment. I'm going to change my camera so that it's HDR, well, I'm going to increase its range, make it HDR enabled, because I've got deferred and linear set up for my lighting. And I'm going to go into my advanced spawner and create a clustered detail spawner. And what that's done is it's actually pre-configured it with the flowers that come with the pack. I'm just going to hit spawn a few times. Notice the instances goes up. That's the number of flowers that is planted into the terrain. So we've just planted 6,000 of them. Let's go and see how they've ended up. Oh, one more thing I want to do is just extend the distance of the grass in my train so we can see it a bit better. Hit play now. We've now got a nicely set up terrain. I'll go for a wander down here. Here's some beautifully set up grass. These are all the things that come for free with the pack. The trees are the, I'll just turn this off in the road. The trees are the 2 speed trees that come with Unity standard assets. The grasses were provided by Turboscapula, and the houses from 3D Forge. Let's go for a quick wander through our environment. Notice remember I added some grass and flower patches. There's our beautiful patches of flowers. Zoom in a bit more. Some different ones, they're just lovely. And if we also look, we can see some rocks. Rocks are really beautiful examples of rocks as well. Okay, so we've got a nice environment. What should we do? I think what we'll do is we'll change the structure of our island. I think we'll create a lake. So what I'm going to do is go into my stamper, zoom up a bit here. Look at this great thing, but I want to create a lake. So I'm just going to clean everything up by showing the terrain helper, clearing the trees. Oh, there they've gone. I'm going to clear the grass. And on my stamper, I'm going to select a mountain. Like this one. And I increase his height. There you can see our mountain. Now I'm going to invert that mountain, so he's sort of upside down. And I'm going to, instead of raising height, I'm going to lower height. I'll disconnect him from the ground, and I'll actually
etch him into the ground a bit. So if I just turn that preview off, our player is somewhere here in the middle. Let's maybe move our lake just over here a bit. Now preview back on. There. Just doing this very roughly just to show the concept, and then I'll go stamp. Oops, I've still got my mask in place, so I'll undo that stamp. And stamp again. Bang, what it's done is it actually taken that straight out of the terrain. If I turn off my preview, what we've now got down here, as I zoom slowly in, is a new lake that we've added to our environment. There he is there. So I'll go to our group spawner, I'll just hit reset to reset all of those spawners and respawn. So what it's going to do is take that adjusted terrain and adapt to the terrain by redoing the textures, the game objects, the trees, and the details. So it's essentially adapting to the change in the terrain. And that's one of the really clever things about the spawning system. Because it is all rule-based and all configurable, you can actually completely change your terrain and the thing will just adapt to it. Which means that once you've got your settings done right, you can actually take the same set of settings and apply them to all sorts of different environments. So you notice the textures have been updated to take into account we've got hills, the trees will no longer grow in the water, and the grass will obey or adapt to this terrain as well. So the grass is coming now. Give him a second. Now our player might still is in the center of the terrain. So I know we should be right. Cool, so we've just redone our terrain. I hit play. Where's that lake? It's up over here. So there's the lake we've just created. So you can actually go ahead and create all sorts of interesting and different environments for your scenes. Last thing I'll do, actually two final things that I'll do. Instead of using standard Unity lighting, I'll add in time of day just to make it more interesting. So I'll just delete the directional light, the time of day here, into the prefabs, drop the sky dome in. So we've now got interesting lighting and clouds. Вот здесь тоже скайдом получается. Сферообразный у него. I'm going to turn off this Unity baking, which slows everything down. Do that. Select that terrain. Turn it off. Right, so I'll get my CPU back now. Go back to our camera, add component, time of day, main camera, add component, time of day, quad rays, component, time of day, atmospheric scattering. Okay, so now when we start the scene, it'll look a lot prettier because we've got some nice lighting. I'm also going to change the time of day to, say, a bit earlier in the day, at 8 o'clock, so we get some interesting effects with the lighting. And the other thing is I wanted to add some grasses back in, so I'll go to my detail spawn, I'll hit reset, and then spawn again. Then I'll hit play. It's amazing how the same scene can be transformed by putting in some nice lighting. On here. There's our lake. I'll go down there. And nice little patches of flowers. And as we get lower down in our environment, we've got the appropriate texturing, which takes into account the actual water levels and blends nicely between things. So there's a quick example of creating a terrain, modifying the terrain, adding some lighting, and a bit of a sense of the power. Hi guys, I'm Ronnie Dance, and in this little video tutorial I want to show you how you can work with RTP together with a terrain created with Gaia. This video tutorial is more or less a little quick starter guide. I'm not going to explain to you every specific RTP configuration option because this will take simply.
А, ну вот ты его используешь, да? Looking from distance to main type, and after recompilation, POM with self-shadowing will work. So we can see I put a lower light and play with light rotation so we can see it. Additionally, I will change this parameter to show you where the shadows are placed, and to emphasize the effect I will put light angle low and reduce RTP's ambient light. By default the render path is forward. In default we've got it black, and we need a script to be attached to main light. It's used by physically based lighting Fresnel effect and self-shadowing. In default these effects are handled for one directional light. So this is more or less all I wanted to present you now. Of course, defining coverage using Unity's brush was only an example. In real situation you will need to prepare them either in a third-party world machine or excellent terrain composer, or Too much time for the first video. Inside you see the different configuration options for this LOD manager. The LOD manager is therefore to compile your RGB shader, and you can set different options here on the LOD manager. Please remember that if you do any changes in the LOD manager, you always have to recompile the shaders. So you always have to click on this recompile shader button. I'm not gonna explain to you every different option here. I'm just gonna use, from my point of view, the most important features of RTP. Meaning I'm gonna use POM as a LOD level, and I'm gonna use tessellation and fog. Okay, because from my point of view, tessellation is a pretty good and awesome feature of RTP, and I want to show you a terrain using tessellation. So, well, just keep the LOD level to POM and activate the tessellation from feature. After doing that, you see that some other options are enabled as well. That's fine. And then go down and just keep the stuff like it is here. Please disable, sorry, the enable holds cut option, because we don't want to use holds cut, and just to save a little bit of resources. So just disable it. Well, you now see some two. Вот эти все видео не отвечают нам на такой простой вопрос. А как объединить террейны разные? У нас, получается, будут локации. Если через террейн пати это делать. Они не ответят, потому что они на это не предназначены. Здесь, по идее, каждая локация — это отдельная сцена идет. Ну, это понятно, просто как их совместить, чтобы оно все как бы плавно было. Если у нас получается из одной локации в другую переход через координаты, то не должно быть это резко.
Как? Если бы у тебя террейны были одинаковые, проблем бы не было. В смысле одинаковые по размеру? Или как? По соотношениям. Нет, ну мы можем делать в террейн-пати одного размера зон. К примеру, 60 на 60 километров максимально. Ну, допустим. Ну и все остальные, соответственно, также будут 60 на 60 километров. Вот такие. Ну, конечно, у нас здесь есть проблема совпадения их. Потому что если малейшее какое-то несовпадение точки, получается, будет либо щель, либо наложение, которое будет заметно. Это не Ну, это вопрос к террейн-пати, когда ты будешь снимать. Ну, как? Если бы можно было координаты выбирать, где разместить вот эту сетку, тогда это другое дело, а мы этого не можем делать. Я как раз про снимки говорю, как ты их будешь совмещать, это тема отдельная. Но если у тебя террейны одного разрешения и одного размера, тут просто террейн к террейну подгоняешь, и все, нет проблемы. Нет, вопрос немножко в другом. Если мы сняли на карте, допустим, вот у нас одно, и мы ее переместили так, что между ними двумя фактически получился зазор какой-нибудь, то мы их будем совмещать, и вот этот зазор, он у нас устраняется, но получается, что террейны либо накладываются, либо между ними какая-то щель там дополнительная. По уровням, опять же, может щель получиться. Где-то выше, это понятно. Ниже. Но это проблема съемки. Ну, в этом плане, да. Вот непонятно, как с этим бороться. Самый простой и удобный метод борьбы — это данные о высотах всей планеты. Каким образом? Кто бы мне сказал? Вот и я про то же. То есть просто взять глобальную карту и взять на нее детальную карту высот. Скажем, там размером не 60 на 60 километров, а то есть вся планета, а разрешение карты, там, скажем, не знаю, в несколько миллионов пикселей. Опа, смотри, какая-то штука интересная. Карта высот. А, это, блин... И что это такое? Херня. Карта высот Земли большого разрешения.
Нифига себе, блин. Вот тебе, пожалуйста. Карта высот. В 1,2 гига. Архив. Ну так шикарно. Да, я понимаю, что шикарно, но как с ним работать с таким? Как? Читаешь попиксельно и создаешь мини-карту нужного тебе объема. Ладно, сейчас. Двумерный массив из 16-битных знаковых целых. Скинь мне ВКонтакте ссылочку на эту штучку. Ну, в смысле, на ту страничку, которую ты открыл. Так вон, я ж выложил в группу. Ну да, там найду. Просто мне это тоже это мать. На, скину. К слову, мне как раз идеально подойдет. Ну вот видишь, не зря ты тут сидел, смотрел стрим. Этот скучный стрим. Ты серьезно думаешь, что я его смотрел? Ну, мог бы поддакнуть. Из первой карты получилась база объемом 2,6 гига, из второй 650 метров. Ну, кстати, полезная инфа, конечно. Нет, ну я и не сомневался, что он будет большим. На самом деле, если взять это за основу, поколдовать с матрицами и добавить шумов, то можно самим генерировать необходимые карты. Детальные. Ну, то есть, не изна... А, нет, подожди, но генерировать-то генерировать, а объекты там как будут? Ну, так сначала генерируешь карту высот, а потом размещаешь все объекты. Не, ну, то есть, это не в игре делать, не в реальном времени. Почему не в реальном? Нет, ну, генерацию можно сделать и в реальном времени. Тут что, проблема, что ли? Ну, а с объектами потом как? А с объектами просто... Просто ты думаешь, террейн вот как размещает объекты, то, что ты кисточкой вводишь. Это точно такая же карта. То есть это банально такая же картинка, которая просто говорит, что на такой-то цвет такой-то объект. Я, собственно, со своим генератором пришел от этой же темы. Правда, у меня он еще в зачатке, так что ему далеко даже до террейна базового. Вот это более, по-моему, детально, чем
сам по себе Google. Или нет? Непонятно. В общем, я думаю, на сегодня надо остановиться. Скачаю я там архивчик со всем необходимым нам для работы с Гайя и прочим. А что за ссылку ты хочешь скинуть? Насчет ссылок, вон тут у нас есть в группе. YouTube ссылки не любит. У нас есть вот такая штука для тех, кто хочет чем-то помочь. Можно туда накидывать свои штуки. Вот. Постараюсь сейчас делать почаще стримы. Не 3 раза в неделю. А может быть раза 4. А следующий попробуем завтра сделать. Ну а на сегодня, я думаю, хватит. Хорошего понемножку. Подписывайтесь, лайкайте и приходите на следующий стрим. Спокойной ночи.